Всем большой привет! Сегодня будет просто грандиозное видео для меня. Мне до сих пор очень-очень страшно, но пора. Просто настало это время, пора действовать. Эту мысль я рожала в своей голове, наверное, месяца 4. Я это запланировала очень давно, и сегодня буду реализовывать. Какой же цвет я хочу? Начнем с того, что я просто безумно люблю оранжевый цвет, и все оттенки, которые с ним связаны, это там с примесью розового, то есть коралловое направление, вот это вот все неоновые цвета, это просто ва. Но неонового цвета у меня сегодня точно не получится, потому что начнем с того, что моя база далека от идеала. Я засняла при дневном свете то, как выглядят сейчас мои волосы. Что я делала? У меня, значит, был блонд, немножко засеренный аммиачными красками. То есть у меня был такой примерно нейтральный цвет на волосах. И мне бы это помешало, потому что, с одной стороны, нужна белая, максимально белая база, да, и все, что с этим связано. Но когда у тебя сероватая база, то есть не 10 уровня, а ниже, то результат будет блеклый, такой приглушенный, стрёмный, короче, мне этого не нужно было. Все предыдущее время я осветляла корни краской, а последний раз я сделала это порошком. Кстати, я первый раз применила интересную такую технологию, решила попробовать вообще, что получится из этого. В Инстаграме я, скорее всего, уже выложила видео про то, как я смешивала порошок с окислителем, в каких пропорциях. Это был просто офигенный опыт, на мой взгляд, потому что я считаю, что у меня получилось максимально бережно осветлить свои корни, при этом всего за полчаса на низком оксиде. В общем, круто. Но фишка будет не в низком оксиде. Я смотрюсь в зеркало, если что. Краску буду использовать сегодня вот такую. Заказывала я ее на Белорисе. И собака, я даже не знала изначально, то есть не читала отзывы, что Белорис доставляет достаточно долго. То есть 4 дня у них ушло на отгрузку товара, и потом уже Почта России доставляется, не помню из какого города, подпишу, то есть не из Москвы. В связи с этим у меня уже отросли немножко корни с моего осветления, по-моему, уже миллиметра на 4, на 5, ну, короче, жопа. Поэтому нужно срочно действовать. Что еще скажу про длину, то есть осветляла это корни, ну, вот этой смесью порошка с оксидом, после чего я просто в оставшуюся смесь добавила еще порошка, еще немножко окислителя добавила и шампуня. И, по-моему, я еще воды туда бахнула, но не горячей, просто какая-то обычная теплая вода, даже не запаривалась насчет того, что нужна горячая вода. Смешала это все и уже размазывала по волосам. В принципе, такая смесь удобнее наносится, чем если бы я просто порошок с оксидом наносила на волосы, потому что шампунь немножко вспенивает все это дело, получается круче. И таким образом я за один сеанс осветлила и корни, и смыла немножко длину. Мои волосы стали желтее, и это нормально. Почему мне нужен именно... Я, во-первых, не боюсь немножко желтого оттенка на волосах, и, во-вторых, почему, собственно, он у меня недостаточно такой светлый, я бы сказала, получился, потому что мои волосы пережили просто очень-очень много всего. Перекрашивание в темные цвета, обратное возвращение, наверное, 3-кратное было вот этот скачок из темного в светлый. И в волосах на длине, вот уже в концах, так сказать. Не могу сказать сильно заученными словами, но, грубо говоря, кортекс в волосах грубеет, кутикула, что-то, короче, там внутри грубеет, цвета застревают, и удалить цвет уже вот с таких старых волос, которые пережили очень много всего разного, очень сложно. То есть здесь уже я просто ничего не могу сделать, я не хочу больше их мучить, потому что они и так, еще когда я в темном цвете ходила, они уже обламывались на концах. В целом я, кстати, постригла немножко волосы уже сантиметров 5, но я еще буду дальше отстригать, пока уже не будет моя чистая база нормальная, которая, то есть, из натурального в светлый, вот. Волосы, которые пережили всего один этап. Ну что, приступим к обсуждению того, чем я буду краситься. Изначально я хотела, конечно, покраситься тоникой, да, то есть я вообще не считаю, что это плохой краситель, но со своими особенностями, поэтому вот эта вот краска Prestige серия B Extreme, она стоит, в принципе, столько же, сколько и тоника. То есть, ну, чуть-чуть меньше здесь объем, здесь 100 мл, в тонике 150 мл. Я считаю, что небольшая такая разница, а краска вроде как неплохая. Если что, вы можете у Снежи, я оставлю в описании ссылку на ее канал. У нее есть обзор этих красителей, то, как они выглядят на волосах. Сделала тест смываемости, то есть насколько цвет смывается и как легко его можно вывести порошком потом. Почему взяла именно эти цвета?
На самом деле это очень-очень яркие пигментированные цвета. Это оранжевый и розовый цвет. Оранжевый у меня бешеный апельсин, ярко-розовый или там красный, кто как называет. Кровавая Мэри. На коробочках они довольно очень-очень яркие, но сразу скажу, что у меня не получится сильно-сильно яркий цвет, который бы я хотела. Я хотела прям вообще яркий. Изначально я, конечно, хотела пастельный цвет, но потом думаю, что нет. Я хочу что-нибудь вообще прям, красивое, но не на 100% яркости цвета. То есть среднее между пастельным и ярким. Что-то не особо кричащее, но нуждающее доверия. Какой-то бред, короче, не собирала. Ну ладно. Что у нас? У нас вот эти красочки, у нас еще бальзамчик. Бальзамчик от Капус Studio. Это с молочком миндального ореха. Он прикольно так пахнет, на самом деле. Сладко. Не всем понравится, конечно, такое дело. Как-то сладко-парфюмно пахнет. Но в чем суть? Нужен именно белый бальзам. Поэтому берем белый. Что, в общем, миска, перчатки, обязательно перчатки, чтобы руки остались своего цвета. Расческа и кисточка. Как я буду красить? Буду сначала красить корни, потом уже растягивать все по длине. Я буду действовать без зеркала практически. У меня передо мной небольшое зеркало есть, чтобы видеть перед. Сзади я буду делать по ощущениям, как оно, как сказать, на ощупь. Что прокрасила, что не прокрасила. В общем, если кому интересно, я оставлю вот где-то здесь видео, как я крашу корни, в принципе, как я разделяю волосы. Это будет там. А сейчас я разделю волосы и начну, смешаю смесь и будем красить. Сначала я бахну бальзама. Как-то так. И вот краски. Я их уже вскрыла, чтобы было наглядно. 36 это розовый, 60 оранжевый. Я буду основным цветом брать оранжевый, а уже потом добавлять розовый, потому что я не хочу сильно розовый цвет, меня это бесит. Он очень яркий. Вот, значит, оранжевая у нас, розовая. Очень яркие цвета, некрасивые на первый взгляд, не очень такие, да, как будто бы розовый цвет. Он чисто малиновый, то есть на малиновой базе, на розовой. Розовый цвет. Вообще он указан как кровавая Мэри, то есть, по идее, девчонки берут, думают, что это будет красный цвет. Но он получается красным с подтоном розового. То есть, если вы хотите получить розовый цвет, можно просто взять кровавую Мэри и смешать с бальзамом, у вас получится розовый. Вообще, абсолютно любой насыщенности будет очень экономично использовать именно такие плотные цвета. Так, а теперь оранжевый. Оранжевый такой красивый, в принципе, цвет на белом, конечно. Конечно, у нас волосы не белые, и именно вот такой, чисто на белых вообще волосах 10-11 уровня получится. Я буду добавлять первый оранжевый цвет. Вот так вот. Очень красивый, вообще круто. Почему мне не сильно нравится розовый, я не хочу сильно его добавлять? Потому что он довольно-таки фиолетовый получится, если, переборщите. Наличие фиолетового, то есть розового синим цвета на волосах, потом, когда будет цвет смываться, будет такой грязный противный цвет, свекольный, что ли, получится цвет. Это вообще отстой, я считаю. Так что я буду брать все-таки больше оранжевого. Очень страшно, конечно. Погнали. Страшно капец. Но я уже решилась, я так подумала, что, конечно, блонд у меня сейчас красивый был. Я такая думаю, засру его красивыми всякими яркими цветами, и потом не смогу вернуть. А с другой стороны подумала, так вот я буду ссать, я буду бояться всю жизнь и никогда просто не попробую, а вдруг мне понравится. Потому что блонд это круто, конечно, но яркие цвета это еще круче. Добавлю еще оранжевого, потому что такой цвет слишком светлый для моих волос. То есть мои волосы темнее, чем вот этот цвет. И на волосах тогда получится просто легкий оттенок, легкий, притом блеклый оттенок, потому что у меня недостаточно светлая база. Сейчас я буду очень-очень осторожно добавлять розовый, потому что я очень боюсь, я уже пробовала просто тестово сделать цвет, и он очень насыщенный. Добавлю сначала вот такую капелюху, очень ярко. Если я сейчас испорчу, то я добавлю еще больше бальзама. Конечно, я, скорее всего, сейчас буду очень долго
мутызгать этот цвет, пока не получу то, что хочу. И уже потом вам просто покажу, что же у меня получится. Я так и не сказала, да, что я хочу что-то типа персикового цвета. Плохо, конечно, что я решила это все делать уже ближе к вечеру, потому что я не вижу, какой это цвет на самом деле. Очень сложно понять. Идеально, конечно, делать все при дневном. Конечно, столько мне не хватит на покраску всех волос. Это, скорее всего, только на корень. Сейчас я буду увеличивать объем и уже вернусь к вам. Ну что ж, все я намешала, в общем. Вот такая смесь у меня получилась. Сейчас попробую показать, как она выглядит вот на кисточке. То есть она довольно розоватая и довольно оранжеватая. То есть что-то среднее такое. Такой, можно сказать, лососевый цвет, лососевый. Или как в интернете еще на англоязычном ютубе говорят. Конечно, это говорят про неоновые цвета. Но, в общем, можете погуглить, кому интересно. Очень красивые девчонки делают окрашивание. Цвет называется Electric Peach. То есть электрический персик. Я тут уже побаловалась на волосах немножко. Так я, кстати, поняла, что у меня недостаточно яркий цвет. Вот. И я добавила еще. В двух словах скажу, что я, значит, сначала крашу корни. Начинаю снизу. Волосы держу. Наношу, не стесняясь, там прям вообще, то есть размазываю по полу. Не знаю. Если у меня останется эта краска, то ее можно перелить в какой-нибудь бутылечек и сохранить для того, чтобы либо обновить цвет, либо потом просто добавить. И на следующую покраску уже у вас будет какой-то остаток смеси готовый. Это круто, блин. Причем преимущество неаммиачных красок можно сохранить до следующего раза. Так, я разделяю пальцами, то есть прямо вот большим пальцем, я вот так вот разделяю волосы по мокрому, то есть я чувствую, где мокрое, где сухое, и мажу, чтобы было везде мокро. Ну, понятно. Теперь беру немножко такую красоту и как шампунь немножко распределяю, чтобы если где-то я профукала, но сильно вспенивать, так сказать, бальзам этот лучше не надо, потому что он немножко как бы подсмывает цвет, нафиг оно нужно. Берем расческу, чтобы волосы не драть. Прочесываем переднюю часть. Теперь покрашиваю корни вот здесь. Поехала вторая сторона. Ненавижу эту сторону красить, у меня как-то рука не лежит, вот так красить, потому что я правша. Ну, что-то поделать. Отделяю примерно по сантиметру волос. Я не сильно церемонюсь. То есть мастера, профессионалы обычно разделяют более меньшими секциями по 0,5, где-то, наверное, миллиметров, я так думаю. Но мне все равно. Вот они, колтуны пошли, которые я тестовую прядь себе бахала. Сейчас буду волосы драть, короче. Девочки, немножко поболтаю с вами на тему того, счастливый ли ты человек, и что тебе в жизни приносит счастье. У меня пока что, как говорится, ни котенка, ни ребенка. В общем, испытываю такой небольшой дефицит положительных эмоций, периодически депрессую. Это вот вам ответ на вопрос, почему меня так давно не было. Также это все ответ на этот вопрос. Ты же снимала много видео на тему на тему похудения. А почему же ты еще не похудела? Да блин, потому что я получаю положительные эмоции, в том числе через жрачку. Пока у меня не будет полноценная внутренняя гармония, я так понимаю, что я так постоянно и буду скакать из, грубо говоря, с 60 в 55, да? В общем, дела такие практически нерешаемые. Еще один способ, как получать положительные эмоции из ничего, это то, как ты выглядишь в зеркале. Конечно, можно похудеть, но это не самый простой способ. Более простой способ — это видеть прекрасное отражение себя, то есть краситься ради себя в первую очередь, и в том числе, красиво одеваться, если вам это интересно. Я как-то на одежду не особо падкаю. Я
просто до усрачки обожаю оранжевый цвет. И мне он приносит просто море удовольствия. И, соответственно, блин, когда я в первый раз с приколу просто взяла и намазала тестовую прядь в оранжевый цвет, я просто кайфанула от одного вида, что оно вот он рядом со мной, этот оранжевый цвет. И я просто поняла, что я хочу, и все тут. Я хочу видеть в отражении себя свой цвет. И мне просто... Я очень сильно переживала, на самом деле, по поводу того, пойдет ли мне этот цвет. И реально я до сих пор не знаю, пойдет ли. И я серьезно, я вот эти все 4 месяца, когда думала, что я хочу покраситься, но, блин, мне так сыкотно. Я очень переживала на этот счет. И я очень переживала на тот счет, блин, пойдет ли мне этот цвет, мне же с ним ходить. И мне его потом будет очень сложно смыть, скорее всего. То есть, идеально, конечно, наверное, на первый раз брать такие красители, которые, быстро смываются. Кстати, еще раз, очень сильно советую вам перейти на канал Снежи. Короче, у Снежи есть видео, в том числе в Инстаграме и на Ютубе, обзоров красок разных, красителей прямого действия, на разный вкус, на разный карман, так сказать. И там она показывает то, как это все смывается и как выглядит, смывается ли это порошком, и застревает ли цвет, и в какой цвет вымывается, что самое главное. И я очень вам настоятельно советую, если вы решили красить свои волосы в какой-то яркий цвет, в первую очередь бежать на канал Снежи и подбирать краситель. Именно оттенок, смотреть, какой оттенок, у какого производителя. Не так, что там выбрали просто оттенок, взяли у другого производителя. Нет, так не работает. Они все по-разному смываются. Некоторые смываются, некоторые застревают, и все. И вы можете остаться с каким-нибудь зеленым цветом на волосах, и до свидос, короче. Жить потом с этим как-то. То есть вы можете потом красить волосы только в синие, фиолетовые оттенки, которые холодные, и больше ничего с ним не сможете делать. Поэтому в первую очередь просто можете мне написать, в принципе, в комментариях. Я вам и посоветую что-то, может быть, тоже подскажу, как действовать, если вы решили краситься в яркий цвет. Потому что нужно все миллион раз взвесить, если вы хотите это делать самостоятельно, и только потом уже действовать. Короче, я накрасила корни полностью. Теперь я как-нибудь, пожалуйста, разделю волосы и буду уже прокрашивать полностью все по длине. Начну, например, с этой части. Полностью прокрашу это и дальше уже пойду плясать. Немножко жидковатый бальзам, конечно, и в этом сложность. Как поступаем? Я отделяю небольшую придурку. Сначала попробую кисточкой, конечно, но мне кажется, это будет полная шляпа. Я буду все это делать руками. Делаю это немножко над мисочкой, потому что все вокруг летит. Самое главное, хорошо вбить пигмент в волосы, то есть промазать все досконально. Метод нанесения как шампунем, как вы шампунь наносите, здесь не подойдет, у вас будет просто вся пятнами. В коем случае не прочесывайте пряди, которые запутались, лучше мажьте так, потому что вы выдрите нахрен все волосы. Ну что ж, пора показывать промежуточный результат. Мои волосы еще влажные, довольно сильно, но я решила показать уже, что есть. Слава богу, цвет взялся, я просто безумно рада, что он хотя бы взялся. Конечно, это не тот цвет, мой идеальный, который я бы хотела, но я знала прекрасно, что у меня он не получится, поэтому все ожидания подтвердились, и вот, в полку русалок прибыло. Мне в принципе нравится этот цвет, он прикольный, он такой больше, конечно, розовый, но с отливом, с таким, как сказать, с алым, не знаю, в общем, это реально оттенок сальмон. Сальмон это по-английски и по-русски лосось, то есть реально лососевый цвет, такой клубнично-персиковый, прикольный, мне нравится. В следующий раз я, конечно, добавлю побольше оранжевого, на корнях, слава богу, что на корнях он взялся, потому что я боялась, что вообще на корнях не возьмется, будет такая белая плешь,
как у некоторых девчонок получается. Но все окей. Единственный косяк у меня вот в этой стороне. Здесь я наносила почти в последнюю очередь. И здесь у меня чуть-чуть более прозрачный цвет получился. Буквально там пару прядок. Но это я просто возьму исправно. У меня уже целая миска. Я просто перед следующим мытьем головы нанесу вот сюда немножко. Еще, конечно же, сниму все при дневном свете. Покажу, как все на самом деле выглядит. Если честно, вот на данный момент у меня нету мысли возвращаться в блонд. Мне понравилось, мне было очень страшно, ну, как бы, насколько это выглядит, насколько мне идет. Ну, в принципе, мне нравится, лично мне нравится. Завтра пойду в магазин, и я, наверное, просто буду где-то часа 2 собираться, потому что мне очень страшно выходить с таким цветом на улицу. Я пока что еще хожу в шапке, если что, независимо от температуры. Я вообще не люблю ходить без шапки, вот. Ну что, сегодня второй день, утро. Вот такой цвет видит камера. Конечно, он немножко ярче кажется. Точнее, как сказать. Хотя, знаете, нет. Ну, такое и есть. Просто к окну еще не подходило нормально. Цвет прикольный, реально прикольный, мне нравится, но в следующий раз, то есть где-то будет через 2 недели, когда у меня уже отрастут корни, я их осветлю, и по длине я хочу протонироваться опять этой же краской, только я буду делать чисто оранжевый цвет. Соответственно, у меня еще розовый в волосах останется, и получится просто более оранжевое направление, более персиковое. Вот, сейчас же он прям, это реально тот цвет, в принципе, который я и планировала получить, но все-таки у меня душа лежит больше к оранжевому, поэтому попробую в следующий раз сделать оранжевый. У меня, как я уже сказала, вот тут есть небольшой косяк, ну хрен с ним, меня не особо парит. Вот такой цвет по длине, местами он более розовый, местами более персиковый, но больше все-таки розового. Конечно, у меня база была кривая косая, поэтому все так и должно быть, так было задумано, короче. Вот, цвет вообще охренительный, я еще, ну, практически, наверное, ни на ком такого вот в России, по крайней мере, не видела. Я периодически лазю по всяким, ну, красивым, по всяким мастерам, которые укладывают красивые яркие цветные окрашивания. Цвет просто бомба, блин, вообще четко. Что хочу сказать про розовый цвет краски Prestige B-Extreme, Кровавая Мэри называется. Он мне показался немножко странным, потому что мне показалось, что он не сразу проявляется, то есть когда я смешивала краску, она сначала была более оранжевой, и потом она стала более розовой. Может, мне так показалось, не знаю. Вот, здесь я просто тестово мазанула смесью, которую я подготовила, и я только вот на следующий день увидела, что здесь, ну, как бы персиковый, да, ок, но есть вкрапление розового, и розовый цвет именно точками взялся, почему-то как марганцовка какая-то. Не знаю, в чем прикол, но на самом деле, блин, да, вот этот розовый цвет, он настолько малиновый, что с ним легко переборщить, блин. По мне так очень красиво, конечно. Тут особенно, конечно, круто. Цвет такой прям, ну реально практически неоновый, хотя эти цвета, оттенки, они не заявлены как неоновые, просто такая смесь цветов дает эффект неоновый, то есть это розово-оранжевый неоновый цвет получается, вот. И, конечно, в описании будет ссылка на Инстаграм, подписывайтесь, можете оценить мое видео, написать какой-нибудь комментарий, напишите, как вам такой цвет, решились бы вы покраситься в такой. Я очень долго не решалась, уже говорила, что я 4 месяца просто рожала эту идею. Но как-то вот решилась. Ну все, всем пока. Счастливо.